Польше нашли диверсантов, выборы на России стали еще менее легитимны, а в Беларуси готовят к блокировке YouTube. Об этом и не только в сегодняшнем выпуске. Привет, с вами Данута. 12 сентября начала работать видеоплатформа videobell.by. Ни много ни мало, а замена YouTube, по заявлению клоунов, на режимных СМИ. YouTube же неугоден оказался потому, что регулярно удаляет пропагандистский и распространяющий дезинформацию военных преступников контент. По заявлениям, новый сервис преступники у власти в Беларуси делали, чтобы сохранить видео государственных телеканалов в одном месте и дать возможность смотреть их из любой точки мира. Безусловно, это промежуточный шаг к полному запрету платформы YouTube в нашей стране. Подобный запрет уже вовсю обкатывается в России, где несколько месяцев серьезно замедляется самый известный в мире видеохостинг. Бывший пропагандист, а теперь министр информации Марат Марков ответил путинскому агентству «Спутник» на вопрос о запрете. Цитата. «Давайте не будем говорить, что мы хотим запретить YouTube. Постановка вопроса такая, на мой взгляд, даже не совсем правильная. Как только мы почувствуем угрозу со стороны поставщика услуги, мы будем адекватно действовать, соразмерно, дипломатично. Сегодня не стоит задача что-то закрывать самим». Напомню, что в мае-июне этого года YouTube заблокировал 3600 каналов с российской пропагандой. Именно после этого началась блокировка. Здесь мы видим, как режим Лукашенко, ожидая подобного развития ситуации, делает попытку найти альтернативу заранее. Но получается, как и всегда, кусок говна. Videobell.by представляет из себя обычный сайт, на который загружает пропагандистский контент только создатели самого сайта. Авторы и создатели контента СТВ, ОНТ, Белта и тому подобная прикорытная мерзость. Преступная власть проводит очередную дешевую постановку. Правда, своими руками в технологической сфере режим умеет делать ровным счетом большое уродливое ничего. То, что videobell.by, мягко говоря, не дотягивает до звания аналога YouTube, признал даже замглавы лукашенковской администрации Владимир Перцов. Не нужно быть экспертом для понимания того, что по доброй воле вряд ли туда пойдут зрители. Для политинформации в тюрьме и армии сгодится. От Ютуба же у лукашенковского видеохостинга мы нашли только на главной странице два слова «главное» и «шортсы». Видимо, этого хватило, чтобы отчитаться о проделанной работе и потраченных народных деньгах. А поддержать настоящий YouTube и его авторов вы можете прямо сейчас, подписавшись на мой канал, написав комментарий и поставив лайк. 9 сентября вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский заявил о разоблачении сети российских и белорусских диверсантов, готовивших кибервойну против страны. Эти хакеры планировали проникнуть в систему госорганов и самоуправлений, чтобы похитить важную информацию. Их задача – выведение данных для дальнейшего шантажа и ведение кибервойны против Польши. Атаки начались с польского антидопингового агентства «Паллада», после чего хакеры пытались проникнуть в другие институты, связанные с безопасностью. Напомним, что недавно подобные атаки против Украины и стран НАТО, включая Эстонию, были связаны с российской военной разведкой. 23 года назад мир перевернулся. 11 сентября 2001 года террористы Аль-Каиды нанесли удары по США, которые до сих пор эхом звучат по всему миру. Америка впервые в истории обратилась за помощью к НАТО, активировав статью 5 Вашингтонского договора. Мир объединился против фанатиков. За 2 десятилетия борьба с терроризмом дала результаты. Аль-Каида и ИГИЛ были разгромлены, но на этом вызовы не закончились. В то же время борьба с терроризмом стала прикрытием для авторитарных режимов, которые под лозунгом борьбы с врагом легитимизировали свою агрессию и репрессии, когда целые страны, контролируя огромные территории и ресурсы, угрожают ядерным оружием. В Киеве состоялась важная встреча между министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми и госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой обсуждался вопрос применения Украиной дальнобойного оружия на территории России. Ситуация серьезно изменилась после новостей о передаче Ираном баллистических ракет для использования против Украины. Это повлияло на позиции союзников, и президент США Джо Байден теперь рассматривает возможность разрешения ударов вглубь РФ. Украина, в свою очередь, предоставила США список приоритетных целей в России, заверив, что будет действовать в рамках международного права и с максимальной профессиональностью. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью CNN назвал Курскую операцию успешной. За короткое время украинские войска установили контроль над значительной частью приграничных территорий РФ.
что позволило существенно пополнить обменный фонд военнопленными. Россия планировала наступление из Курской области, но ВСУ сорвали эти планы, опередив атаку. В ответ российская сторона перебросила свои резервы, включая элитные десантно-штурмовые подразделения, для сдерживания украинского наступления, что облегчило обстановку на других фронтах, особенно в Донецкой области. Операция подняла боевой дух украинцев, показала уязвимость российской обороны и развеяла миф о неприкосновенности российских красных линий. Российские медиа снова разгоняют фейки о зверствах украинских воинов на территории Курской области, якобы подконтрольной Украине. Рассказывает под Курском основная масса грузин, поляков. Кого он еще сказал? Французы. Говорит, когда зачищали район, 8 детей повешенных нашли в сарае. Иностранные журналисты, работающие в этих районах, не фиксируют никаких нарушений, но Москва пытается их запугать, возбуждая уголовные дела против независимых медиа. Российская пропаганда, как обычно, пытается зеркалить реальные военные преступления, которые она сама совершает на оккупированных территориях Украины. В самой Курской области преступления совершает именно российская армия, регулярно бомбя гражданскую инфраструктуру. Россия продолжает совершать акты экоцида в Украине, создавая угрозу экологической катастрофы, которая может затронуть не только Украину, но и весь Черноморский регион. Загрязнение рек Сейм и Десны было вызвано сбросом отходов с российского сахарного завода в городе Теткино, Курская область. Этот инцидент привел к снижению уровня кислорода в воде и массовой гибели рыбы. Вредные вещества, сброшенные в Сейм, могут распространиться через систему рек, включая Днепр, и достигнуть Черного моря, что может повлиять на качество воды и здоровье морских экосистем в прибрежных странах, таких как Турция, Болгария, Румыния и Грузия. Украина запретила российским военнопленным звонить домой, заявил омбудсмен Дмитрий Лубенец. Тем временем мир снова и снова узнает о казнях украинских военнопленных россиянами. Те, кто возвращается домой после обмена, рассказывают об ужасных условиях, пытках, голоде и истощении. Украина вынуждена реагировать на нарушение России принципа взаимности. Запрет звонков, кстати, не нарушает Женевских конвенций. Международное право гарантирует только право на переписку, не телефонные звонки. 8 сентября в России прошли выборы разного уровня, но вся суть в спектакле, разыгрываемом не только в российских регионах, но и на оккупированных территориях Украины. Независимо от того, как проголосуют, региональные власти РФ все равно ничего не решают. Ведь Россия – это тоталитарная диктатура, где демократические процедуры существуют только для прикрытия вертикали власти. Российские власти идут дальше, проводя голосование в зонах боевых действий, подвергая людей опасности ради пропаганды. А губернаторские выборы в Курской области вообще проходят в условиях, когда Россия не контролирует часть своей же территории, что ставит под сомнение их легитимность. На этом пока все. Берегите себя. Пока-пока.